Привет, друзья! Я Саша. Добро пожаловать на мой канал Cooking Time, на мою кухню Cooking Time. Сегодня будем делать один из самых летних десертов. И это, безусловно, мороженое. Я тут прикупил ложку, какую-то чудо-ложку для мороженого с подогревом. Мне нужно ее срочно попробовать. Распакую ее вместе с вами чуть позже в этом видео, поэтому досмотрите до конца. А чтобы попробовать, мне нужно мороженое. Чтобы было мороженое, его нужно приготовить. И делать я сегодня буду очень-очень простое мороженое. Вот прям тыц-пыц и готово. Но, как всегда, огромный простор для ваших экспериментов здесь тоже будет. Следите за руками. Поехали! Это реально самое тыц-пыцное мороженое из всех возможных. Для него необходимо всего два ингредиента. Первый – это жирненькие холодные сливки. Заливаю их в чашу для смешивания. Пум. Сливки должны быть холодными. И с помощью венчика, руками, чуть сложнее, чуть дольше, или с помощью миксера сливки необходимо взбить до мягких пиков. Ни сахар, ни сахарную пудру, ничего я больше в сливки не добавляю. Здесь просто сливки. В процессе не скучаем, пританцовываем, чтобы мороженое получилось еще вкуснее. Тут главное дело сливки не перевзбить, чтобы они не начали превращаться в сливочное масло. До совсем стойкого состояния взбивать не нужно. Как только появились вот такие мягкие пики, сливки стали густыми, но не прям стойкими, останавливаемся. Время добавлять второй ингредиент. И вторым ингредиентом будет обычная сгущенка. Да, сгущенное молоко. Но берите сгущенку вкусную, качественную, тогда и мороженое получится вкусным, качественным. Теперь, продолжая взбивать тонкой струйкой, вводим сгущенку в сливки. Прибавляем скорость и продолжаем взбивать снова до мягких пиков. Здесь уже взбиваем до большей стойкости, чтобы получался вот такой вот рисунок от миксера. Но опять же важно не перевзбить, чтобы масса, структура ее не получилась рыхлой. И это все. Смесь для мороженого готова. Теперь можно разлить ее по контейнерам, которые можно поставить в морозилку, по формочкам и заморозить. С частью я именно так и сделаю. Это будет простое, но очень вкусное сливочное мороженое. Разравниваем сверху лопаткой, закрываем крышкой или пленкой и убираем в морозилку на 3-4 часа. После этого наслаждаемся вкусным сливочным мороженым. Тут самое время напомнить про лайки. Друзья, пожалуйста, не забывайте, если видео понравилось, вот там вот под видео поставьте, пожалуйста, лайк. Можете сделать это в конце, а можете прямо сейчас авансом, ну а потом, если видео не понравится в результате, заберете. Но, пожалуйста, про лайки не забывайте, это важно, и я каждого за эту поддержку очень-очень благодарю. Продолжаем. Как вы понимаете, эта смесь – огромный простор для ваших экспериментов. Прежде всего, оставшуюся смесь я сделаю ванильной. Просто добавлю туда немного ванильного экстракта, и снова хорошо перемешаю миксером. А если добавить ванильную пасту с зернышками, то получится не только вкусно, но и красиво. В мороженом будут вот такие точечки черные ванили. В результате получается сливочно-ванильное мороженое. Но и это еще не все. Есть у нас очень любимое мороженое марки Ben & Jerry, называется Cherry Garcia, и там в мороженом черешня и шоколад. Я уже подготовил черешню и шоколад. Черешня была замороженная, я ее предварительно разморозил, порезал небольшими кусочками, порезанную черешню в сотейник, добавил туда лимонный сок, чуть-чуть сахара. На среднем огне все это довел до кипения и минут 5 проварил, чтобы смесь хорошенько загустела, чтобы из нее ушла лишняя жидкость, чтобы в мороженом не было кристалликов. Проваренную черешню переложил в небольшую чашу, остудил до комнатной температуры и поставил в холодильник полностью остывать. Черешня должна быть холодной. И не измельчайте черешню слишком мелко, чтобы остались вот такие вот аппетитные кусочки. С шоколадом тоже я заранее проделал несколько манипуляций. Поломал его на кусочки,
Прогрел интервалами в микроволновке до растворения интервалами. И смотрите, не перегревайте, периодически перемешивайте. Интервалами максимум по 10 секунд. Если нет микроволновки, можно растопить шоколад на водяной бане. Растопленный шоколад я вылил на бумагу для выпечки, заранее положив ее на подложку из пластиковой доски, чтобы удобнее было с этим работать. Распределил тонким слоем, дал остыть при комнатной температуре и поставил в холодильник. В результате у меня получилась вот такая тонкая пластинка шоколада. И теперь со всем этим я буду собирать свое домашнее мороженое Черри Гарсия. Для этого я беру форму чуть побольше, на дно сразу выкладываю сливочно-ванильную смесь, лопаткой распределяю по всей форме. И сверху на эту сливочно-ванильную смесь выкладываю черешню. Выкладываю сейчас половину всего количества. И туда же сверху на черешню ломаю шоколад. Тоже по всей форме. Сверху закрываю это еще одним слоем смеси. Стараюсь в процессе ничего не перемешивать. И повторяем с черешней и шоколадом. Распределяем вот так вот сверху черешню, оставшуюся половину, а сверху снова кусочки шоколада. Шоколад у меня темный, не молочный. Здесь и так, как мне кажется, достаточно сладости. Хочется добавить туда такой более контрастный, горьковатый, слегка горьковатый вкус темного шоколада. И сверху закрываем все это оставшейся ванильно-сливочной смесью. Буквально разок вот так вот ложкой проводим от дна к верхушке, не увлекаясь, просто чуть-чуть там все это перемешать. Уже очень-очень вкусно. Сверху уже так совсем мелко, больше для украшения, ломаем оставшийся шоколад, накрываем все это пленкой и убираем в морозилку. Тоже часа на 4, чтобы все это хорошенько застыло и превратилось во вкуснейшее мороженое с черешней и шоколадом. Пришло время для распаковки чудо-ложки. Сейчас посмотрим, что это за зверь такой. Упаковано, ну прям как iPhone. Здесь вот, собственно, все ее функции. Так, вот такая ложка. Держать в руках приятно. Такая приятная на ощупь ручка. Проводок для зарядки. 3 температурных режима. 120 в Фаренгейтах, 140, 160. Это где-то 50, 60 и 70 в Цельсиях. Ну, давайте вот сразу... О, пошла греть. Тепленькая пошла. Но это должно быть очень удобно. Потому что как раз проблема ложек для мороженого — это часто не только набрать мороженое, которое бывает очень сильно застывает, но и чтобы оно оттуда еще и отвалилось. А здесь вроде как вот такая форма. Для такого красивого шарика сам металл выглядит достаточно качественно. Повторюсь, ручка. Здесь вот можно ее куда-нибудь пристегнуть, привесить, можно даже с собой на поясе носить, если вдруг вам постоянно необходимо. Все, пошла прям греть, вот прям она уже становится горячей. Вот здесь вот указана температура. Пока вот так вот визуально я доволен. Посмотрим, как в деле. Но я, надо сказать, такими ложками для создания шариков мороженого никогда не пользовался. Обычно у меня вот такая. Остается пару часов подождать и попробуем ложку в деле. И в результате получается вот такое красивое мороженое. Если в усмерть застыло, то можно дать немного отойти при комнатной температуре или воспользоваться чудо-ложкой. Но в такую жару мороженое нужно съедать очень быстро. Легко. Такое мраморно-мраморное. Такое вкусное. Скажи же. Ничего не напоминает? Пломбир. И здесь еще это вишня, которая с шоколадом называется. Название забыл. Ну, вспоминай. Черри Гарсия. Да. Похоже? Воск отшибло. Похоже, ну даже лучше. Вот это черешня и шоколад. Реально Черри Гарсия, да? Оно такое вкусное. Такое прям насыщенное. Его можно еще подольше подморозить, но в таком виде оно прям, как знаешь, мягкое мороженое, да? Очень вкусное. Идеальное. Убери мороженое от лица и скажи идеально, а то ну ты рот закрываешь себе мороженое. Идеальное. У меня рот в мороженом. Ну, так и должно быть. Ну прям это чумительное. Прям всем истерически срочно надо. Всем. И хочу сказать, что ложка прям вообще отличная. Реально чудо-ложка. Она прям
Надо приноровиться еще делать идеальные шарики. Если вдруг вам нужен список ингредиентов, ну, по крайней мере, со всеми количествами, он вот там, в описании под видео и в прикрепленном комментарии. А я, как всегда, под видео напоминаю, жду ваши лайки, пожалуйста, не забывайте про них. Комментарии пишите, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте. Подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Рекомендуйте его своим друзьям. Чем у нас здесь будет больше, тем видео будут выходить чаще. Всем желаю всего самого хорошего, доброго и вкусного. До новой скорой встречи. Пока-пока.